Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на моем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня вторая рука моей мамы. Моя мама помешана на зеленых оттенках, поэтому эту руку мы будем снова делать в зеленом цвете. Будем делать в зеленом цвете и рисовать такую себе елку. Поэтому для кого тема елок актуальна в предновогодний период, оставайтесь на канале, смотрите до конца, потому что елка будет, так себе, но довольно интересная. Особых художественных навыков нам с вами сегодня не понадобится, поэтому этот ролик подойдет даже для самых начинающих мастеров. Тем временем мы подготавливаем ноготочки. Как обычно, снимаем старое покрытие, убираем материал, убираем кутикулу, убираем птериги, в общем, убираем все, что можно было убрать. И, собственно говоря, наносим все, что можно нанести. В данном случае нанести можно праймер, базовый гель и моделирующий гель средней вязкости в технике подопил. Интересно, если слово подопил написать без пробела, это будет интересно звучать или нет? Кажется, в названии ролика я знаю, как мне написать сегодня. Ну а теперь непосредственно дизайн. Как я говорила, сегодня очередной оттенок зеленого. Зеленый у нас будет очень интересный, вот такой вот пыльно-зеленый красивый цвет. Далее переходим непосредственно к дизайну. Белым цветом накидываем для себя зону, в которой будут располагаться наши ели. В данном случае я решила сделать вот такую вот диагональную композицию. Все просто вырисовываем часть ногтя, закрашиваем его белым цветом. Это совершенно нас ни к чему не обязывает. Ну а далее плоской кистью с набранными на нее двумя оттенками краски вырисовываем елку. При этом обратите внимание, как мы располагаем кисточку. Мы не рисуем, мы не выводим никакие там супер-пупер какие-то там мазочки. Просто приставными движениями, отпечатками кисточки мы вырисовываем елочные ветки. Таким образом, чтобы тень у нас получилась в серединке елки. Ну и светлые части добавляем по всей елочной поверхности.
Это, собственно говоря, самый простой и самый быстрый способ рисования каких-либо елочек. Точно так же можно рисовать еловые ветки, вы потом увидите еловую веточку на большом пальчике и сможете вполне догадаться, как она была нарисована. Елки получаются довольно-таки воздушные, пушистые, очень интересные и в то же время безумно просто выполнимые. Для того, чтобы добавить снега на наши елочки, я на кисточку набрала белой красочки и добавляю белых небольших штришочков. Получаются еловые ветки в снегу. Ну а для того, чтобы подчеркнуть композицию, задать ей оконченности, нужно добавить каких-то границ. Вот границы мы сегодня выполняем гелем паутинка. Это тоже очень легко, очень просто, очень быстро. Не нужно при этом ничего уметь. Нужно просто уметь вытащить тоненькую линию из паутины. И вот, собственно говоря, на этом мы перекрываем финишным гелем наши елки. И на этом мне надо было остановиться, потому что вот эти елки, они замечательные, очень пушистые, очень красивые, очень интересные, мне безумно нравятся. Надо было только убрать паутинку с кожи до того, как отправить ее сушиться. Ну ладно, мы потом ее спилили пилочкой. То есть вот этот вариант в данном случае, я считаю, был закончен. Но мне захотелось снега побольше, и я сверху на просушенный финиш нанесла еще немного белой красочки и засыпала ее акриловой пудрой. И здесь была моя проблема, мой косяк, потому что вот этот вот снег, он забил всю фактуру моей елки. Грубо говоря, елка перестала быть елкой, у нее перестало быть видно вот эти вот все красивенные веточки, которые были там нарисованы, а она просто превратилась в ком снега. И даже вот на этапе краски этот снег смотрится еще не настолько грубо, как я потом решила засыпать его еще и акриловой пудрой. И вот этим я убила эти елки целиком и полностью. Поэтому, если кто-то будет повторять этот дизайн, учтите эту ошибку и не повторяйте ее за мной. Хотя вот эти вот снежинки-звездочки, которые мы нарисовали, их засыпать акриловой пудрой как раз таки будет хорошая идея. То есть елки оставить без снега, а нарисовать вот такие вот звездочные снежинки, засыпать их, и вот тогда будет смотреться, наверное, интересно. Обязательно попробуйте и присылайте мне ваши результаты в инстаграме по хэштегу, повторю, зашел новое. Я обязательно буду смотреть и лайкать ваши работы.
Собственно говоря, на этом на сегодня все. Я вам рассказала ошибки, я вам рассказала, как их избежать. Поэтому вперед, у вас все получится, я в вас верю. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!